Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике мы поговорим про новую продукцию от Ledger, новый аппаратный кошелек, и давайте по порядку. Начну с того, что мне просто пришло вот оповещение 15 часов назад, вот эта вот рассылочка была, я на нее подписан, якобы вышел новый продукт Ledger Nano S Plus. Вот так вот он интересно выглядит. Также я подписан на Twitter, и здесь в том числе есть информация о том, что этот кошелек сейчас вот появился, ну и то, что его можно заказать. Вот так красиво вот он выглядит. Кнопочки изменили свое положение, сместились на боковую панель и стали немножко другого вида. В общем, давайте поподробнее поговорим про этот кошелек и, собственно, сравним его с другими предыдущими версиями, чтобы понять, в чем отличие и в чем его новая фишка. Как и прежде, Ledger можно заказать по ссылке в описании под видео, перейдя по которой попадаем на официальный сайт, где можно сделать заказ, а конкретно если говорить про новую модель, и сейчас на данный момент 10 тысяч образцов получат все те, кто самые быстрые, вот с такой вот гравировкой на устройстве, где написано Genesis Edition. Вот такая вот надпись, но не знаю, для кого это в принципе будет прям таким вау, чтобы сейчас срочно заказать с этой надписью. Но для кого-то, может быть, это будет интересно. Лично для меня это не очень-то что-то такое прям супер вау, чтобы бежать заказывать одним из первых. И тем не менее, аппаратный кошелек первым покупателям достанется именно вот с этой вот надписью, которая будет символизировать то, что они были первыми. После чего можно будет хвастаться вот этой вот надписью Genesis Edition. Данный аппаратный кошелек будет уже работать полноценно с NFT. Хотя, честно сказать, Ledger Nano X тоже с этой задачей уже справляется. Как и в предыдущих моделях, в новый сертифицированный безопасный чип будет удерживать ваши личные ключи в автономном режиме, вне досягаемости хакеров. Данный кошелек позволит управлять более чем 5500 цифровых активов. Больше памяти позволит одновременно устанавливать более 100 приложений, точно так же, как Ledger Nano X. И точно так же, как и в Nano X, можно будет управлять своими NFT, чего пока не может делать Nano S. А вот Nano S Plus уже, конечно, может этим похвастаться. В принципе, выглядит очень даже солидно, наслаждайтесь более плавным пользовательским интерфейсом. Справа вот вы видите картинку сейчас, такая вот, ну, очень даже симпатичная, экран большой, такое чувство, что как будто бы даже еще больше он стал. Хотя, пожалуй, я думаю, что таким он и остался, как у Ledger Nano X. Цена за данное устройство сейчас 79 евро, ну или 79 долларов, я так понимаю. И все это можно оформить именно сейчас, но получить придется чуть-чуть попозже. И если сравнивать со своим собратом Nano S, то тут цена на 20 евро получается больше стала, но возможностей стало тоже больше. Как минимум дизайн стал приятнее, более такой интересный. И, кстати, дизайн-то он стал таким же, как и был, но более таким обновленным. Здесь на старом устройстве Ledger Nano S кнопочки расположены точно так же на боковой панели. В то время как у Ledger Nano X они расположены на экране. И что удобнее, на самом деле не знаю, как по мне, лишь бы главное, чтобы они работали. Специально для вас я подготовил таблицу со сравнением Ledger кошельков. Давайте рассмотрим и подумаем, стоит ли покупать новую версию и чем она, собственно, выделяется, отличается и какие ее главные отличия. И давайте пойдем по порядку. Все три кошелька родом из Франции. В этом плане ничего не меняется. Самый дешевый кошелек как был, так и остается, это Ledger Nano S. Его можно купить за 59 долларов, а если сразу купить 3 штуки, то получить еще и скидку, по-моему, 20%. Следующий кошелек Ledger Nano X продается по цене 149 долларов, а вот уже самый последний новый кошелек Ledger Nano S Plus продается по цене 79, то есть между тем и другим. И честно сказать, 59 или 79 это небольшая разница, и я бы, честно сказать, наверное, взял все-таки обновленную версию. Ну, посудите сами, вот так выглядит старый образец за 59 долларов, где маленький экран, где мало памяти и где нету поддержки NFT. И вот так вот выглядит на 20 евро дороже новый абсолютно кошелек, который по сути мало чем теперь отличается от Ledger Nano X. Так в таком случае зачем же переплачивать? К тому же, если учесть то, что уровень безопасности одинаков у всех троих. Ровным счетом функции безопасности тоже здесь одинаковые, тот же пин-код можно настроить и прочие всякие вещи. И лишь если сравнивать чипы, то здесь уже становится очевидным, что в Ledger Nano S это был один чип, в Ledger Nano X это был другой, и, кстати, он был уже более новый, более шустрый, современный. Так вот, и в Nano S Plus я вижу практически тот же чип, который и в Nano X, ну, естественно, он может быть как-то более обновлен немножко, но в целом я думаю, что они примерно похожи. В любом случае, эти два чипа намного лучше Nano S. Чем лучше, ну, хотя бы чуть-чуть побыстрее работает устройство, хотя общая производительность, она, в принципе, на одинаковом уровне. Что немаловажно, когда мы доходим до простоты
простоты использования. Подходит ли новичкам данное устройство? Ребята, да, потому что они подходят все три для новичков, и это факт, потому что очень простое приложение есть на компьютер, и также оно есть на телефон. А что касается самого устройства, так здесь всего две кнопки. Как здесь можно запутаться? Возможность поставить пин-код можно на все три устройства. Количество криптовалют, которые поддерживают разные устройства, одинаковое, более 5500, и для всех троих будет одинаковое программное обеспечение. Тот самый Ledger Live, который идет на компьютер или на телефон. Очень интересный момент с периодичностью выпуска. Первый кошелек был выпущен в 2016 году, следующий был в 2019, и теперь мы видим новый продукт в 2022 году. Если в версии Nano S не было Bluetooth, а в версии Nano X он уже был, что позволяет подключаться к мобильному телефону, не используя шнур, то, к сожалению, с версией Nano Plus такой информации пока что нету. На данный момент вообще очень мало информации по данному кошельку, потому что, как я уже сказал, сейчас идет предзаказ. Вполне вероятно, что Bluetooth здесь будет, но это еще не точно, поэтому у меня здесь стоит знак вопроса, потому что сравнить я полноценно не могу. Зато могу сравнить разрешение экрана. Так, вот тут немножко у меня произошла ошибка, наоборот все получилось. Итак, у самого первого устройства разрешение экрана 128×32, в то время как у версии Nano X, увеличившись в размере до 128×64. Разрешение Nano S Plus пока неизвестно, но что-то мне подсказывает, что оно будет таким же, как у Ledger Nano X. И тем не менее, пока точно уточнить не могу, здесь остается знак вопроса. Будет ли поддерживать Nano S Plus телефон, как это делает Nano X, пока тоже неизвестно. Но Nano S, простой самый первый кошелек, его не поддерживал. Я не знаю, что мешает это сделать с новой версией. Надеюсь, что поддержка таковая будет. Но тут несложно догадаться, все это будет зависеть от того, будет ли встроен Bluetooth. Точно так же и батарея, которая не встроена в самую первую линейку модели, но которая уже была в Nano X. И если в модель Nano S Plus также встроят батарейку, как и в Nano X, то, конечно, здесь вероятнее всего будет и Bluetooth, и, соответственно, поддержка телефона. Имеется в виду без каких-либо шнуров и прочих неудобных нюансов. Как вы знаете, самая большая проблема Nano S — это маленький объем памяти, всего 160 килобайт. Да, это действительно очень мало, что позволяет устанавливать всего 3 приложения одновременно. В то время как Ledger Nano X обладает памятью 1,8 мегабайт, и это позволяет ему хранить до 100 приложений на устройстве. И если брать в расчет, что Ledger Nano S Plus предлагает нам также 100 приложений использовать на своем устройстве, то вот здесь, вероятно, надо изменить вопросик на 100. Ну а вот здесь вот я не знаю, наверное, те же 1,8, может быть, чуть больше мегабайт будет. В общем, это уже увеличенный запас памяти, что делает явно его наравне с Ledger Nano X по тому количеству приложений, которые можно устанавливать на устройство. Все три устройства не влагостойкие. Это вам не поплывок для рыбалки. Вес Nano X в 2 раза больше, чем Nano S. Сколько будет весить Nano S Plus, я не знаю. Но, как по мне, это не самая главная информация. Самое важное, на мой взгляд, это то, что за куда меньшие деньги это устройство имеет почти те же характеристики, что и Ledger Nano X, более обновленный свежий дизайн. И встает сразу вопрос, а имеет ли смысл переплачивать столько денег и платить $150 или евро, в то время как можно заказать за $70 сейчас этот модный, крутой, прикольный кошелек. И возможно все действительно так, но как будет на самом деле, покажет время, потому что сейчас эта цена $79 по предзаказу, но неизвестно, сколько будет стоить кошелек, когда все это дело будет запущено в полную меру. Сейчас цена очень даже интересная, и поэтому, если у вас есть желание заказать эту модель и иметь более эксклюзивную версию, а именно вот с этой надписью Genesis Edition, то, пожалуйста, заказывайте по ссылке в описании. Также, ребята, подписывайтесь на телеграм-канал, здесь очень много чего интересного и полезного. Обязательно подписывайтесь, иначе потом не жалуйтесь, что вы пропустили какую-то бесплатную раздачу, airdrop или еще что-то, на чем можно было заработать. Далеко не все попадает на YouTube канал. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех.